Привет, вся вселенная Ютуба и просто проходящие мимо. Ваш философ с дошираком снова в деле. И сегодня мы разберем очень большую тему. Такую большую, что в нее можно запихнуть целую жизнь. Сегодня мы разбираем по винтикам душу, кошелек и главный аттракцион всего человечества под названием «Семья». Будет громко, смешно и, самое главное, честно. И немножко про каждого из нас. Про нас самих. С точки зрения науки, друзья, мы – это просто биороботы с программой «Размножайся и адаптируйся». Семья – это эффективный механизм передачи генов, ДНК и выживания вида всего человечества. Психология нам говорит, без этого инкубатора, привязанности и травм мы бы были просто социопатами с хорошими манерами. Но не всегда. И не все. А социология, попыхивая трубкой, скажет: семья – это элементарная ячейка общества. А мы это те самые кирпичики, пчелы в улье, винтики в системе, которые там крутятся или что-то поддерживают. Красиво, правда? Кто-то же должен быть этим винтиком. Ну или тем, кто время от времени хочет вывинтиться из системы и сбежать из нее. Ну, куда-нибудь в монахи или в духовно просветленные. Эзотерика и религии хором утверждают, что семья – это все-таки нечто большее. Ну, нечто большее, чем ячейка общества. Родовой канал, карма, священный союз перед лицом высших сил. А бабушка Просковья оттуда, из тонкого мира, может время от времени нам транслировать: я 10 детей в поле нарожала, а ты с айфоном в руках и с котиком живешь. Это стопроцентное безобразие. А родители время от времени смотрят и спрашивают: слушай, ты когда женишься? Ну или выйдешь замуж? Когда, собственно говоря, у нас будут внуки? И это давит, это заставляет время от времени задуматься. Не всех, некоторых из нас. А государство? Государство смотрит на семью, как на демографический завод. Ну, государству уже нужны солдаты, налогоплательщики и свободные рабочие руки. Плодитесь и размножайтесь, так сказать, граждане, говорит нам государство. И тут же вежливо время от времени отворачивается, когда речь заходит о десятках свободных мест, ну, на каком-нибудь производстве или в детских садах, о размере пенсии или пособий и длине декрета. Классический диссонанс. Я тебя очень хочу, о гражданин, но не готов тебя обеспечивать. Уж слишком вас много. И вот главный парадокс нашего века. Почему все меньше людей хотят в это играть? В игру под названием «Семья». Не женятся, не рожают, предпочитают психотерапевтам, родственным кухонным посиделкам. Может, потому что прозрели? Или увидели обе стороны медали? Или среда обитания под названием капитализм подсовывает нам совсем другие приоритеты? А с другой стороны, семья. Семья – это наше все. Это колыбель, где учат любить и быть любимым. Это безусловная поддержка. Не всегда, конечно, но все же бывает. Это защита от дикого гулкого одиночества, которое настигает даже тогда, когда ты находишься в толпе.
Это та самая любовь и доброта, которые становятся воздухом, которым мы дышим. Уважение к родителям. Уважение к родителям – это не просто почтение, это благодарность. Благодарность мосту, по которому мы все пришли в эту жизнь. Отношения. Отношения между мужчиной и женщиной в идеале – это союз двух лучших друзей и любовников, которые строят общий дом. Это команда, где вместе тушат пожары, растят детей, смеются над глупостями и молча держатся за руки, когда тяжело. И это выбор. Выбор каждый день. Видеть в партнере союзника, а не врага. Опять же, почему-то не всегда. Родители и дети. Родители и дети – это вечный круговорот жизни. Идеал. Идеал – это когда родитель не тиран и не слуга, а мудрый проводник. Мудрый проводник, который вовремя отпускает руку. А ребенок – это не собственность, а доверенное ему на время чудо, которое однажды скажет спасибо без напоминания. А вы мне должны, дорогие родители. А теперь давайте-ка снимем розовые очки и включим черно-белое кино. Потому что семья иногда это поле боя. Борьба за наследство, где после похорон родная кровь готова порвать глотки друг другу из-за треснувшей вазы. Отсутствие уважения, когда дети считают предков отсталыми, а родители детей неблагодарными выродками. И это манипуляции эмоциями, чувство вины, вечное «мы тебя растили, а вы мне должны». Что происходит в семье на самом деле? Да абсолютно все. Это лаборатория. Лаборатория, где тебя одновременно и калечат, и лечат. Где могут ранить больнее всего. Потому что знают, куда нажать. Потому что знают, где твое самое больное место. Потому что семья – это то место, где ты учишься ненавидеть и прощать с одинаковой силой. Так где же правда, господа? А правда в том, что семья – это самый честный тренинг личностного роста. Это зеркало, в котором видно абсолютно все. И свое самое светлое, и свое самое уродливое. Идеальная семья – это миф. И это не отсутствие конфликтов. Это принцип одинокой лодки, плывущей где-то посередине океана и хаоса под названием социум. Ну и, соответственно, жизнь. И если в лодке есть пробоина, вы все вместе под названием семья, близкие люди, ее латаете, а не ищете крайнего. И это когда после жуткой ссоры находится сила не хлопнуть дверью, а выдохнуть и сказать: а давай попробуем еще разок. Прости меня, пожалуйста. Или все же, когда кто-то сильно кричит, ты находишь в себе силы просто промолчать. Вместе на кухне, тихо, за чаем. И это не про идеальных людей, а про тех, кто каждый день выбирает оставаться вместе. Несмотря ни на что. Поддерживать друг друга, прощать и идти дальше. Идти дальше по жизни. И вот мой самый главный, последний займовый вопрос. На 1 миллион лайков. Вопрос к моей огромной, такой незнакомой, но родной по духу интернет-семье.
А ваша семья – это тот самый надежный бункер, где вы спасаетесь от хаоса этого мира? Или это стартовая площадка с огромной кнопкой «Старт», с которой вы смело взлетаете в небеса? Или погружаетесь в хаос этого социального мира? Или все же она для вас это просто место, где вкусно готовят? Что самое главное в жизни, друзья? Деньги, статус, работа, может быть, я? Нет, ребята, семья. Отец, чье слово закон, он благо несет свое в дом. Он солнце, защита, комфорт. Он силу и славу роду несет. Жена, что во всем помогает, домашний очаг и детей опекает. Она всему голова и для любви рождена. Что главное в жизни, друзья? Я? Нет, ребята, семья. Без них на земле нет царства, нет общества, нет государства. Что самое важное в жизни, друзья? Любовь. Она возрождает всех вновь, всем счастье и радость несет, и новую жизнь всем дает. Семья, любовь, счастье, свобода, сила любого народа.